Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами будем вязать сердечко, которое можно использовать как брелок, либо игольницу. Смотрите, в работе нам понадобится два цвета. Это могут быть остатки шнура или пряжи, потому что расход здесь совсем небольшой. У меня это шнур Caramel Baby 2 мм. И вязать буду крючком номер 3. Вяжем сначала одну деталь. Итак, я взяла светлый цвет. Смотрите, что мы делаем. Делаем небольшое колечко, куда провязываем 5 столбиков без накида. Так, первый не считаем. Вот так вот первую петельку провязали, далее вяжем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Можно стянуть наше колечко. Далее мы будем вязать такой полукруг. Делаем воздушную петельку. Далее мы провязываем один, второй столбик, в третий мы вяжем 2 столбика в одну петельку, 2 столбика без накида. И далее четвертый, пятый. Смотрите, всего во втором ряду у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков. Далее переходим на третий ряд, делаем воздушную петельку, и здесь мы уже чередуем. В первую петельку мы провязываем 1 столбик, во вторую 2 столбика. 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик и 2 столбика. Воздушная петля, то есть в третьем ряду у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 1 столбик, второй, а в третий делаем прибавку. 1, 2, 1, второй, делаем прибавку. И еще раз одиночный, одиночный и прибавка. Так, здесь считаем. Это у нас четвертый ряд, да, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще один ряд провяжем, где расстояние между прибавками 3 столбика. То есть мы сначала вяжем столбик без накида 1, 2, 3 и делаем прибавку. 1, 2, 3 и делаем прибавку. 1, 2, 3. Снова у нас прибавка. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, далее полукруг у нас готов. И мы делаем воздушную петельку и по этой стороне прокладываем 11 столбиков без накида. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда посерединке 6. Так, и по следующей стороне то же самое. Так, 7, 8, 9,
10 и 11 петелька. Вот она у нас последняя. 11. Так, лишний хвостик наш обрежем. И далее теперь мы набираем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так. И за вот эти перемычки с соединительными петельками двигаемся вниз. У нас должно быть 12 таких соединительных петелек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 провязываем в соседнюю петельку соединительной петлей. И далее идем в следующую и делаем то же самое. То есть мы набираем 13 воздушных петелек и по этим 13 провязываем 12 соединительных петель. Итак, провязываю 10 петелька, 11 и 12. Далее соединительной петлей идем в следующую петельку и еще в одну и формируем тоже вот такие вот, ну как сказать, щупальцы, можно сказать. Всего их по этой стороне должно быть 6. Итак, у нас готово 2 детальки. На второй мы ниточку не обрываем, а смотрите, что делаем. Так, переходим соединительной петелькой, вот как раз так, перешли соединительной петелькой. Да, и делаем обвязку по всему полукругу столбиками без накида. Итак, заходим на наш один вот этот вот хвостик, захватываем его. Так, захватили и берем нашу вторую детальку и начинаем, смотрите, вот так вот захватываем нашу вторую деталь и начинаем обвязку уже на нашем белом полусердечке, да. Вот так вот под косичку мы провязываем столбики без накида. Вяжем по всему периметру, а далее я скажу, что делать. Вот сюда ведем. Итак, вот наши 2 детальки. Теперь смотрите, мы обвязали наш полукруг и заходим уже на вот эту вот, на это ответвление. Тянем сюда первую детальку бордового цвета, захватываем с изнаночной стороны и провязываем столбик без накида. Следующую петельку мы провязываем просто одну, да. Следующий наш этот хвостик, мы его захватываем и теперь уже провязываем спереди вот таким вот образом. То есть мы чередуем: один хвостик мы провяжем спереди, другой сзади, да, и между ними вот так вот столбик без накида. Так, третью мы берем и провязываем сзади. Четвертую спереди. Так, четвертую мы провязываем
спереди, одну петельку саму по себе, пятую мы провязываем сзади. И остается у нас еще одна деталь. Так, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади. Мы эту провязываем спереди. Вот таким вот образом захватываем. И провязываем спереди. Так, и далее мы будем делать с вами такую плетеночку. Вот так вот переплетаем. И первая полосочка у нас она получается сзади, значит это у нас будет спереди. Столбик без накида, и опять же следующую петельку просто одну провязываем. Берем следующую и вот так вот чередуем в шахматном порядке. Так, и она у нас будет уже сзади. Захватываем косичку и захватываем нашу белую деталь. Провязали следующую петельку, провязали одну. Все, таким образом мы чередуем, делаем вот такую вот шахматку и провязываем сначала за одну петельку саму нашу эту косичку, вторая петелька у нас свободная. Провязываем до конца все оставшиеся еще 3 хвостика. Смотрите, когда все детали распределила, обрезала хвостик и просто последнюю петельку закрываю вот таким вот образом, чтобы хорошо было соединять детали и чтобы не было, то есть для идеального соединения двух этих деталей, потому что вот так вот сделали последнюю искусственную петельку. Вот что у меня получилось. Ее еще надо разгладить. И у меня 2 таких сердечка. Вот у меня 2 сердечка. То есть, смотрите, отдельно как вариант это может быть как аппликация на одежду. Когда их 2, соединить между собой, наполнить холофайбером, это может быть как брелок, либо как игольница. Далее, вот когда у нас 2 детали, смотрите, как я их буду между собой соединять. Вот их останется только соединить и наполнить холофайбером. Я соединяю за 2 полупетли. Так, ниточка у меня внизу. То есть вот таким вот образом, захватывая полупетельку с одной стороны, полупетельку с другой стороны, мы идем и соединительной петелькой соединяем. Можно сверху провязывать не обязательно соединительную петельку, можно столбик без накида. То есть, сложив, видите, как у меня, то есть я сшиваю по лицевой стороне. Когда у нас останется небольшое отверстие, мы наполняем холофайбером и сшиваем дальше. Я уже покажу, что у меня получится. Итак, у меня получилось вот такое вот сердечко. Смотрите, я наполнила его холофайбером. Вот как оно смотрится с одной, с другой стороны. Можно использовать как брелок, то есть повесить сюда на брелочек, либо использовать просто как игольницу. Вот так вот распределить ваши иголочки. Так, если вам полезен был мой видеоурок по вязанию, можно сказать, из остатков пряжи, по вязанию вот такого вот сердечка, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.